Критиков очень часто считают самыми некомфортными в общении людьми из-за их склонности искать недостатки в чужих идеях и планах. И очень часто они оперируют такими фразами, как проблема, ошибка, а еще используют обобщение. Это обойдется тебе слишком дорого, этот проект не интересен, у тебя ничего не получится. То есть, в принципе, никакой конкретики нет, но при этом есть вот такая вот какая-то негативная оценка. Когда человек ее слышит, он становится более чувствительным и восприимчивым к этой оценке. Но самое важное, что нужно запомнить, что любая подобная оценка на самом деле имеет за собой определенное позитивное намерение. И когда вот таким вот образом критик начинает критиковать, у тебя ничего не получится, на самом деле он где-то в глубине души, нам приходится в это верить, оценивает объективно то, что сейчас происходит. И когда он говорит, у тебя ничего не получится, скорее всего, он имеет в виду что-то конкретное. Но подобные обобщения, они почему неприятны? Потому что единственное, что остается оппоненту, это либо согласиться, либо опровергнуть. И вот такие вот диалоги, они, как правило, приводят к конфронтации или конфликту. Но, условно говоря, тебе говорят, у тебя ничего не получится. Ты можешь сказать, да, ничего не получится. Или, а почему это у меня ничего не получится? И в том и в другом случае результат, наверное, не тот, который хотелось бы получить от данного диалога. Сложность в общении с критиком может возникать тогда, когда он с плана переходит на личность. Например, это плохой поступок, говорит критик, или ты плохой человек. Между этим, между прочим, есть очень-очень большая разница. В первом случае критика направлена на какое-то проявление, во втором случае она направлена на личность. Так вот, очень важно, чтобы критики умели правильно критиковать, или вы умели правильно отделить критику, направленную на вас, от того, что было направлено на вашу деятельность. Критики очень часто полезны тем, что они имеют другую точку зрения, и они смотрят на этот план не с нашей стороны, а с какой-то противоположной, и, возможно, видят какие-то пробелы, какие-то недостатки, которые мечтателю, когда он формирует, как все будет классно, они просто недоступны. Поэтому на самом деле очень важно понять, а что же такого заметил критик, чего не заметили вы. Одной из особенностей, связанных с критическими замечаниями, является то, что они негативны не только по своей энергетике, но еще и по форме. То есть они сформулированы таким образом, что либо что-то отрицают, либо фокусируются на каком-то негативном исходе. Например, это слишком дорого. Но на самом деле, если мы с вами начнем размышлять, и зададим себе вопрос, какое позитивное намерение за этим стоит? Ну, очевидно, что намерение разумно тратить денежные средства. И вместо того, чтобы сказать, это слишком дорого, можно сделать другое утверждение, которое по форме будет другим, а по сути тем же. То есть я бы хотел придерживаться разумной траты денежных средств. И то, и другое одинаково. Но критики-негативисты, они просто вот как кирпич за кирпичом строят стену из этих негативных высказываний. И за этой стеной достаточно сложно найти позитивное намерение. Как этому можно научиться? Нужно самому себе попытаться через осознанное слушание задать вопрос, чего на самом деле хочет человек, когда критикует ваш проект, либо ваш поступок. Какое позитивное намерение стоит за его словами. Так как же побороться с такими критическими замечаниями? На самом деле, каждое критическое замечание нужно пропустить через вот этот вот фильтр позитивного намерения и превратить его через вопрос в нечто, что может вам на самом деле помочь. Если вы работаете с критическим замечанием, это слишком дорого, можно задать вопрос, хорошо, а как бы мы могли себе позволить эту покупку? И тогда уже возникает некое размеренное рассуждение, тогда уже не нужно спорить, соглашаться или опровергать это критическое замечание. Задавайте вопросы, вопросы всегда помогают в любом общении. Если кто-то вам говорит, это нереально, например, вы рассказали какую-то идею, да, и получили в ответ критическое замечание, это нереально, тогда можно спросить у этого критика, скажи, а что нужно предусмотреть, чтобы у нас получилось? И тогда этот критик станет для вас на самом деле очень хорошим помощником, потому что он будет освещать ту проблематику, о которой вы не думали ранее. Итак, как же превратить вашего критика в советчика? Очень важный момент. Критики – это те, кто на самом деле на вашей стороне. Это не ваши враги, которые пытаются сделать вам какую-то гадость. Это те люди, которые на самом деле вы доверяете, но они плохо формулируют свои мысли. И вместо того, чтобы помогать вам в позитивном ключе, делают вот такие вот вбросы, которые изначально выглядят как нечто негативное. Первое, что необходимо сделать, это поймать
критическое замечание. Например, это не сработает, говорит кто-то из ваших критиков. Суть этого замечания в том, что критик хочет предотвратить какие-то потери, да, и, возможно, не верит в тот план, который вы только что озвучили. Что необходимо сделать? Этап номер 2. Это после позитивного намерения, которое вы уже поймали, сформулировать это замечание в позитивных тонах. То есть критик хочет, чтобы вы остались со своими деньгами, со своими нервами, не тратили попусту время, чтобы ваша деятельность была направлена на какой-то конструктив. То есть вот это вот его основная идея. И этап номер 3 – это задать критику вопрос уточняющий, который может начинаться со слова «как», например, «как ты видишь?», да? И тогда замечание «у тебя ничего не получится» или «это не сработает» переходит в ваш вопрос «скажи, а как ты видишь тогда реализацию этого плана?» Либо «скажи, а что я должен сделать, чтобы это сработало?» И вы даже себе не представляете, какое огромное количество классных идей может накидать вам ваш критик. И тогда ваш план станет действительно обогащенным новыми мыслями, новыми этапами, возможно, предотвращением рисков, которые вы даже не заметили. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки, нажимайте колокольчики и не пропускайте новые выпуски.